Представьте себе традиционную мечеть. Полумрак, тихий голос имама, прихожане, внимательно слушающие проповедь. А теперь представьте яркий, динамичный ролик в ТикТок, где молодой человек в кроссовках и кепке за 60 секунд объясняет, почему в исламе запрещено ростовщичество. Это два разных мира. Уже нет. Сегодня они сливаются в один, создавая феномен цифрового ислама. ТикТок-имамы уже революция в религиозном просвещении. Это не обязательно дипломированные богословы с 20-летним стажем, хотя и такие есть. Чаще это молодые, харизматичные мусульмане, которые прекрасно понимают язык и ритм нового поколения. Они говорят не с кафедры, а с экрана смартфона. Их аудитория — это не прихожане конкретной мечети, а тысячи, а иногда и миллионы подписчиков. Почему же это работает? Простота и доступность. Сложные богословские концепции они переводят на язык простых аналогий из жизни. К примеру, объясняя запрет сплетен, гыбот, блогер может показать ролик, как он мнет чистый лист бумаги. Вот твоя репутация. Даже если я потом попытаюсь его расправить, извинюсь, складки останутся. Они навсегда калечат репутацию человека. Краткость, формат Shorts, Reels и TikTok до 60 секунд идеально подходит для поколения с клиповым мышлением. За минуту можно дать один четкий, запоминающийся посыл. Вторым аспектом являются исламские подкасты, глубокая беседа на фоне повседневной жизни. Если TikTok — это быстрые уколы информации, то подкасты — это долгие и обстоятельные беседы. Их можно слушать по дороге на работу, за рулем, готовя ужин. Темы исламских подкастов безграничны. Жизнеописание пророка Мухаммада и его сподвижников, рассказанное как захватывающий сериал. Подкасты о том, как строить здоровые отношения между супругами, как воспитывать детей в другой культурной среде. Обсуждение исламского банкинга, этичных инвестиций и бизнеса без обмана. Как ставить цели, развивать самодисциплину и бороться с прокрастинацией, опираясь на исламские принципы. Почему же это так популярно? Интимность. Голос в наушниках создает эффект личной беседы. Слушатель чувствует связь с ведущим. Глубина. Можно за 60 минут детально разобрать одну тему, рассмотреть ее с разных сторон, привести цитаты из Корана, Сунны и мнения ученых. Комфорт. Многие люди, особенно новообращенные мусульмане или те, кто только интересуется исламом, могут стесняться прийти в мечеть и задать глупый вопрос. Подкаст — это безопасное пространство, где можно анонимно и без стеснения получать знания. Как и любое явление, цифровой ислам имеет две стороны. Неоспоримые плюсы — доступность знаний. Мусульманин из глухого сибирского села или маленького американского городка теперь имеет доступ к лучшим лекторам и ученым со всего мира. Борьба со стереотипами. Молодые, улыбчивые, современные блогеры своим примером разрушают устоявшийся в медиа образ мусульманина как угрюмого и отсталого человека. Поддержка для меньшинств. Для мусульман, живущих в немусульманской среде, цифровое сообщество становится виртуальной семьей и поддержкой. Серьезные вызовы. Проблема авторитета. Раньше источником знаний был имам мечети, чьи знания и моральный облик подтверждала община. Сегодня любой человек с камерой может назвать себя проповедником. Кому верить? Как отличить компетентного блогера от шарлатана? Фрагментация уммы. Разные блогеры могут придерживаться противоположных точек зрения. Подписчики одного блогера начинают враждовать в комментариях с подписчиками другого. Вместо единой общины есть риск получить множество разрозненных цифровых сект. Поверхностность. Клиповый формат может создать иллюзию, что для понимания ислама достаточно 60-секундных роликов. Пропадает культура глубокого, системного изучения, чтения книг и вдумчивого анализа. Так что же будет с традиционной мечетью? Не стоит думать, что цифровые имамы вытеснят традиционных. Их роли начинают дополнять друг друга. Цифровая платформа становится прихожей или рекламным щитом. Яркий ролик в Instagram заинтересовывает человека, пробуждает в нем вопросы.
Традиционная мечеть становится гостиной или глубокой аудиторией. Человек, пришедший через блог, уже знает азы, у него есть доверие, и он готов к более глубокому личному общению в стенах общины. Ислам в цифровую эпоху не становится другой религией. Его основы — Коран, Сунна, вера в Аллаха — остаются незыблемыми. Меняются лишь инструменты и форма донесения этих истин. Тикток-имамы и исламские подкасты — это не угроза традиции, а ее эволюция. Это мост, перекинутый между древним откровением и сердцем современного человека, который живет в мире высоких скоростей, интернета и гаджетов. Это диалог, который только начинается. И его результат — появление нового поколения мусульман, которые являются не менее верующими, но при этом чувствуют себя как дома и в медитативной тишине мечети, и в бешеном ритме ленты социальных сетей.